Эпические игроки за 900 золотых монет. Что же это было? Неудачное решение со стороны Konami или же достаточно намеренный, но оттого не опрометчивый шаг со стороны разработчиков? Стоит признать, что несмотря на не самые высокие цифры, далеко не самые хайповые фамилии среди этих новоиспеченных эпиков, все-таки они успели привлечь к себе определенное внимание. И, скажем прямо, неоднозначное. Потому что, во-первых, было непонятно, как именно их можно забрать, потому что на одной из основных платформ, а именно ПК, они с самого начала не были доступны, и я не уверен, что они все еще появились в игре на момент записи этого ролика. Ну и после осознания, что из себя представляет этот набор, вопросов меньше не стало, а скорее даже появилось больше недоумения. Что это, блять, такое? Буквально за игроков с рейтингами из команды недели требуют 900 золотых монет. И вот сейчас вспомните все те наборы за 1500, 1700 или 1700 монет, которые фигурировали в игре с теми же самыми сборными Англии, Аргентины, Франции. А если вам необходимо пополнить баланс ваших монеточек в eFootball, то это можно сделать на PlayRock, ведь именно там вы найдете одни из самых выгоднейших предложений для eFootball Mobile. Если же вы играете на ПК, то на PlayRock также можно пополнить свой аккаунт Steam. Также используйте мой промокод из закрепленного комментария, чтобы комиссия на пополнение упала с 9 до 5%. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов, и что самое главное, безопасно. Все это и не только вы сможете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну так, о чем это я? Точно. Но прежде чем приступить к нашему негодованию, излитию, желчи, стоит отметить тот факт, что большинство представленных легенд национальных сборных, они предназначены для конкретных регионов. И основная суть заключается в том, что они доступны для каждого из представленных регионов, к которым отсылаются те или иные игроки, за минимальный донат. Точно так же, как и Ван Нистелрой вкупе с Сильвестром на мобильных устройствах и консолях, также доступны за минимальный донат. И Konami решили не упустить возможность и слегка навариться на даже не таких высокорейтинговых игроках, всунув их в отдельный набор за 900 монет. И чтобы вы понимали, для тех, кто, возможно, до сих пор не понял, что это за пак такой, что он себя представляет, за 900 золотых монет мы приобретаем не какого-то конкретного игрока или возможность крутануть этот пак, мы покупаем селективный контракт, с которым уже можем разбираться так, как захотим, то есть сможем выбрать того, кого захотим из этих 16 футболистов. Тогда как во всех предыдущих кампаниях, возможно, даже в будущих кампаниях, мы всегда получали и, возможно, я надеюсь, продолжим получать селективные контракты с выбором конкретных игроков бесплатно, просто за выполнение целей, прохождение матчей, то в данном случае далеко за не самых сильных игроков нам предлагают отдать 900 золотых монет. И ладно мы-то, донатеры, те, кто может себе позволить иной раз вкинуть в игру пару-тройку рублей, чтобы получить монеты. Для нас эти 900 монет ни туда, ни сюда. Ну, потратили и потратили. Тогда как в то же время есть и другие игроки, которые копят те самые 1000, 1500, больше 2000 монет на протяжении месяца, полутора, 2, 3 и так далее. И вот им в том числе предлагают потратиться. Их, конечно, никто не заставляет, но в то же время выкатывают вот такое вот нечто за 900 монет и с далеко не самыми сильными игроками. И, соответственно, встает вопрос, а стоит ли вообще такой пак выпускать в игре, ставить за него такой ценник и ожидать, что на это действительно кто-то купится? Но на самом деле да, купятся. Вот те самые игроки, о которых я упоминал ранее, для которых 900 монет это ни туда, ни сюда. То есть в том числе и я. Я не буду спорить с тем, что прям какой-то ценности в качестве меты или прям дикого усиления для вашего состава эти карточки не несут. Они его не представляют. Но в то же время здесь есть достаточно интересные игроки 90-х, возможно даже 2000-х, которые по своим моделькам достаточно универсальны, которые не имеют аналогов. Как, например, какой-нибудь
какой-нибудь Кану, у которого высокий рост и при этом легкая моделька, интересный разброс скиллов, но очевидно цифры не самые высокие. И поэтому лично для меня, и возможно для некоторых таких же игроков, наибольший интерес представляют сами модельки. Что они себя представляют, насколько они хороши, насколько они интересны, уникальны и все в таком роде. И в нашем случае цена вопроса 900 монет. Но даже в таком случае этого как будто бы слишком много. Отчего как таковое недоумение все еще никуда не пропадает, а вызывает лишь больше вопросов. Ну а что думаете вы, дорогие друзья? С радостью прочитаю ваше мнение в комментариях под этим роликом. Много ли 900 монет за таких представителей? Кого бы вы хотели наблюдать вместо них за 900 монет? И в целом, стоит ли продолжать такую тенденцию с подобными наборами? В конце концов, у нас был пример с паком Тороса за 500 золотых монет, который спустя год своего продолжения, к сожалению, не получил.